Итак, 7-я серия нашего мини-сериала по самостоятельной сборке кораблика для рыбалки. В прошлых сериях мы установили все механические элементы в наш кораблик. Это двигатель, грибной вал, рулевое управление, бункер и систему для его сброса. И теперь нам необходимо все это связать в один единый механизм, чтобы он правильно функционировал. Поэтому в этой серии мы в наш кораблик будем устанавливать абсолютно всю электронику. В данной серии будет очень много важной информации, поэтому смотрите и слушайте внимательно. Ну а я буду стараться максимально показывать все самые важные моменты. Вообще я долго думал, с чего же начать, потому как нам предстоит установить и подключить достаточно большое количество различных электронных компонентов. Но подумал и решил, что будет правильно начать именно с двух основных электронных модулей. Это радиоприемник. С помощью данного радиоприемника наш кораблик сможет дистанционно получать команды, которые мы будем ему задавать с пульта управления. Ну и второй основной электронный модуль — это регулятор. Регулятор выполняет две функции. Первая функция — это название говорит само за себя, регулятор. То есть это означает, что опять же с помощью того же самого пульта мы сможем дистанционно регулировать обороты нашего двигателя. То есть регулировать обороты грибного винта и тем самым регулировать скорость движения кораблика. И вторая функция у этого регулятора — это подача питания абсолютно на всю электронику в этом кораблике. То есть регулятор подключается непосредственно напрямую к аккумулятору и раздает напряжение на весь кораблик. Итак, что же нам необходимо сделать с этими двумя модулями? Во-первых, нам их нужно немного доработать. И в чем же заключается эта доработка, сейчас расскажу более подробнее. Начнем с регулятора. Как мы видим, от регулятора выходит достаточно большое количество различных проводов. Вот эти вот два крайних провода — это питание на двигатель. Перед тем, как ставить двигатель в кораблик, я за кадром припаял к нему вот такой вот разъем XT60, точнее одну из частей этого разъема. И теперь нам необходимо обрезать вот эти вот штатные разъемы, которые здесь были, и припаять сюда на их место ответную часть разъема XT60. Таким образом мы сможем регулятор напрямую соединять с двигателем. Как я уже ранее говорил, с помощью смены полярности мы можем менять направление вращения мотора. Получается, если у нас, например, грибной винт левый, нам надо, чтобы двигатель крутился влево. Или если грибной винт правый, значит надо, чтобы двигатель крутился вправо. То есть если мы при подключении видим, что двигатель вращается не в ту сторону, просто нужно будет перепаять, поменять полярность, и двигатель будет вращаться туда, куда вам надо. Я уже проводил небольшой эксперимент, подключал двигатель к пульту и увидел, что если я подключу плюс регулятора на плюс двигателя, а минус регулятора на минус двигателя, то тогда двигатель будет вращаться вправо. А у меня все винты левые. То есть я сейчас, когда буду перепаивать, я этот разъем перепаяю таким образом, чтобы плюс регулятора подавался на минус двигателя и минус регулятора подавался на плюс двигателя. Тогда двигатель будет вращаться в левую сторону, как раз так, как мне надо. Конечно, эту настройку можно изменить с помощью реверса на самом пульте, но зачем лишний раз там настраивать какие-то дополнительные настройки, если можно сразу припаять так, как нам надо. Это первое изменение. Потом вот этот вот кабель, вот эти два кабеля, которые идут здесь по центру, это подключение регулятора к аккумулятору. Здесь нам тоже нужно будет сделать такое изменение. Я, наверное, вообще эти провода отпаяю, возьму немного другие провода, более длинные. Что же тут нужно сделать? Если коротко, то у нас напрямую к аккумулятору еще должен подключаться вот этот вот модуль. Это модуль телеметрии, для того, чтобы мы на расстоянии могли на экране пульта видеть реальное напряжение на аккумуляторе.
Для этого нам вот эти вот два провода тоненьких нужно припаять к вот этому разъему, чтобы напрямую, то есть сюда подключается аккумулятор, и у нас напрямую, получается, напряжение идет на вот эти вот провода. То есть надо сюда их допаять, эти провода. И еще у нас есть вот такой модуль, с помощью которого мы на пульте сможем включать и выключать вот эту вот фару. И здесь у нас, поскольку фара достаточно мощная, то питание мы должны взять тоже напрямую с аккумулятора. Поэтому к этому разъему мы припаиваем сам регулятор, также припаиваем телеметрию, вот этот модуль для снятия напряжения. И один из этих проводов, я точно не помню, надо посмотреть схему. Один из этих проводов вот этого вот модуля для управления фарой. Вот так. То есть здесь должно у нас выходить вот такое количество проводов. Ну, может так сразу непонятно. Я когда припаяю, я уже покажу, что куда будет подключаться. Это вот второе изменение. И также у нас здесь еще есть кнопка. Ну, я уже ранее говорил, что эту кнопку мы обрезаем. И вместо нее будем подключать вот эту вот кнопку. Ну, в принципе, с регулятором все понятно. Теперь расскажу про доработку радиоприемника. Здесь вообще все просто. Тоже рассказывал об этом. У радиоприемника выходят две вот такие антенны. Но одну антенну мы так и оставим. Мы там ее прикрепим в корпусе. А вторую антенну мы должны отпаять. И вместо этой антенны припаять на плату радиоприемника вот такой вот кабель. Этот кабель мы снизу потом прикрутим к вот этому вот переходнику. То есть получается у нас этот кабель припаян к радиоприемнику. Снизу он подключен к вот этому переходнику, который торчит из корпуса. А уже сверху на этот переходник мы вот таким образом накручиваем антенну. И у нас получается, что в корпусе будет одна внутренняя антенна. И для лучшего сигнала вторую антенну мы вынесем на поверхность. Это что касается доработок этих двух модулей. Ну и второе, что нам с ними потом нужно будет сделать, это расположить в корпусе. Сейчас расскажу более подробно о расположении. Значит, для того, чтобы все электронные модули правильно расположить в нашем корпусе, необходимо учесть несколько моментов. Во-первых, все мы понимаем, что это электроника, а любая электроника потенциально может выйти из строя, и рано или поздно может потребоваться ее замена или же ремонт. Поэтому логично всю электронику расположить в таком месте, чтобы через вот этот вот лючок был к ней быстрый доступ для быстрой замены. Потому как в дальнейшем этот корпус склеится на специальный герметик, и доступ уже будет далеко не везде. Чтобы не получилось так, что вот эта вот копеечная плата управления света выйдет из строя, а мы ее поставили где-то вот здесь сзади или вот здесь вот спереди, нам нужно ее менять, и для этого необходимо будет разбортировать весь корпус. Это трата времени и дополнительная трата денег, поскольку один тубус этого герметика стоит, наверное, как 5 вот этих вот плат. Поэтому всю электронику, которую можно установить в районе люка, ставим в районе люка. Понятно, есть такие моменты, как сервоприводы, вот сервопривод руля, сервопривод сброса бункера. Они по-любому должны стоять только в этих местах. Ну, если с ними что-то случится, тогда уже, как ни крути, все-таки разбортировать придется. Но их по-другому не поставишь. Все остальное мы можем спокойно поставить в районе этого люка. Следующий момент. Мы знаем, что у нас с этой стороны, на этом борту, находится сервопривод для сброса бункера. Он достаточно крупный, имеет определенный вес. И поэтому, чтобы не нагружать один борт, логично всю электронику поставить на противоположный борт. То есть, если здесь у нас сервопривод, значит здесь мы ставим всю электронику, чтобы как-то выровнять корабль, чтобы его не клонило на один борт. Также я специально именно сюда вывел антенну, потому что она такая довольно длинная, толстая и имеет немалый вес. То есть у нас здесь и антенна будет, и вся остальная электроника. С этой стороны только одна кнопка, больше ничего.
С этим тоже разобрались. И еще один момент, который влияет на расположение электроники, это следующее. Все-таки это у нас кораблик, он будет стоять на воде. И по тем или иным причинам, даже не обязательно, что у нас тут что-то сломается, элементарно можем просто забыть пополнить смазку в датчиковую трубу, и может возникнуть какая-нибудь небольшая протечка. Здесь есть специальная такая ложбинка, вот по центру, достаточно глубокая. Если будет протечка с датчика, то вода попадет просто в эту ложбинку, мы через этот же самый люк сможем или салфеткой, или там какой-то губкой промочить, все это высушить и там добавить смазку, и все будет дальше работать. К чему я это веду? Днище у нас все-таки больше подвержено какой-нибудь протечке. И если мы расположим сюда электронику, то малейшая какая-нибудь капля может вывести эту электронику из строя, потому что корпуса здесь не герметичные. Вот видите, например, плата, вот она вообще открытая, тут буквально какой-то силиконовый кембрик, но она, можно сказать, открытая. То же самое касается и всех остальных электронных модулей. Поэтому я принял решение все модули расположить на вот этой вот части. Вот здесь. То есть, например, у нас приемник будет располагаться вот таким вот образом. Ну, понятно, только с обратной стороны. Регулятор будет располагаться вот здесь. Высота здесь до днища достаточно большая. И в случае какой-то протечки у нас 100% вот эти вот модули никак не будут контактировать с водой. Поэтому такой момент тоже учитываем и располагаем, ну, по крайней мере, я буду располагать где-то вот здесь, вот в этом районе. И доступ есть, и противоположная сторона от сервопривода, и плюс повыше от днища, чтобы в случае какой-то мелкой протечки ничего у нас не сгорело. Поэтому дальнейший алгоритм действий такой. Сейчас я вот эти модули дорабатываю, так как я об этом говорил ранее. Затем закрепляю их на свое место, где они уже будут располагаться постоянно. Крепить эти модули я буду на вот такие 3М-овские многоразовые липучки, для того, чтобы всегда можно было сюда засунуть руку, достать, например, достать приемник, что-нибудь здесь поменять, починить или еще что-нибудь сделать и поставить его на место. То есть это мы тоже учитываем, чтобы кораблик максимально можно было комфортно обслуживать. И вот почему я решил начать именно с вот этих двух модулей, потому что к ним будут подходить абсолютно все провода от всех элементов кораблика. От прожектора, от мигалки, от габаритов передних, от габаритов задних, от двигателя, от сервопривода руля, от сервопривода бункера. Все будет сходиться к одной точке. Поэтому логика простая. Закрепляем сюда вот этих два модуля. И потом, когда мы уже понимаем, где они у нас располагаются, мы спокойно можем прокладывать, аккуратненько прокладывать проводку от всех вот этих элементов к вот этим вот основным модулям. Поэтому сейчас дорабатываем, крепим их на свои места и занимаемся дальнейшей проводкой. Так, сделаю небольшой промежуточный кадр, чтобы вам показать. В общем, вот эти провода, которые запитывают двигатель. Я отрезал от них старые вот эти коннекторы, которые здесь были изначально. И на их место припаял разъем XT60. Ответная часть стоит на двигателе. И теперь мы двигатель сможем напрямую подключать к регулятору. Я здесь специально перепутал полярность. То есть красный провод идет на минус и черный идет на плюс. Здесь контакты подписаны, где плюс, где минус. Это я сделал специально для того, чтобы у меня двигатель вращался в левую сторону, поскольку все грибные винты у меня левые. Значит, с этим разобрались. Теперь вот этот вот провод, который подключается напрямую к аккумулятору. Здесь я взял точно такой же разъем, припаял свои провода более длинные. Здесь еще припаял два провода. Немножко позже покажу более подробно, что я здесь напаял. Сама суть в том, что нам сейчас нужно будет раскрутить этот корпус, выпаять вот эти вот провода, которые здесь были.
Вот у нас контакты. Сейчас выпаиваем вот эти вот два центральных провода. И сюда впаиваем наши вот эти вот новые провода. Так, закончил я с апгрейдом нашего регулятора. Ну, с вот этими проводами, которые пойдут на мотор, все понятно. Мы просто здесь поставили разъем XT60 и поменяли полярность для того, чтобы мотор вращался в нужную нам сторону. То есть плюс пошел на минус, минус пошел на плюс. А вот это вот провода, которые пойдут на аккумулятор. Они получились такие довольно длинные, как раз длина хорошая, чтобы разъем достал до аккумуляторного отсека, то есть до того места, где будет находиться аккумулятор. Вот для сравнения я выпаял старые провода сразу вместе с разъемом. И вот насколько они были короче. То есть такая длина нам бы никак не подошла. Значит, удлинил провода. И еще важный такой момент, когда будете эти провода перепаивать, там обратите внимание, на плате подписан плюс и подписан минус. Здесь ни в коем случае нельзя перепутать полярность. Если мы путаем полярность на вот этом разъеме от мотора, то мотор просто будет вращаться в обратную сторону, то есть ничего страшного. А если мы перепутаем полярность на проводах от аккумулятора, то регулятор моментально сгорит, причем 100%. Помимо того, что на плате подписан плюс-минус, еще подписан плюс-минус на самом корпусе. Вот у меня синий провод пошел от минуса и коричневый пошел на плюс. То же самое на разъеме. Здесь подписан плюс, подписан минус. Обязательно полярность соблюдаем. Вот ответная часть. Она будет у нас припаиваться к аккумулятору. Ну, когда мы в следующих сериях там в дальнейшем будем собирать аккумулятор, то как раз вот эту ответную часть будем использовать. И там тоже важно, чтобы у нас плюс пошел на плюс и минус пошел на минус. Если мы это изначально сделаем правильно, то в дальнейшем уже никак не перепутаем, потому что здесь такая форма, что по-другому просто никак не вставишь. То есть только можно вставить в одном положении, чтобы минус с минусом, плюс с плюсом совпадали. Так, теперь вот. Значит, понятно. От регулятора идут провода плюс и минус на разъем. И сюда мы еще подпаяли два вот таких двухпиновых разъема. Называются они JST. Двухпиновые разъемы. Кстати, классные разъемы для таких слаботочных систем. Там, где не требуются большие нагрузки. Там вот свет у нас будет на таких разъемах. Кнопку мы через такой разъем подключим. И вот здесь я тоже их решил использовать, чтобы все было разборное, чтобы потом в случае чего легко можно было менять разные модули, ничего не нужно было перепаивать. В общем, это удобные разъемы. Значит, почему их два? Как я уже сказал, нам нужно будет напрямую подать питание от аккумулятора на вот этот вот провод от телеметрии, чтобы на пульте видеть напряжение аккумулятора. То есть вот мы сюда припаяем к этому проводу, припаяем ответную часть этого разъема, подключим сюда на один из них. И на второй у нас пойдет питание вот этого модуля, который будет управлять фонарем. Вот здесь, кстати, разъем изначально уже был такой же. Все, подключили этот модуль, сюда подключили телеметрию, ну а сюда аккумулятор. Я думаю, все понятно. И это все дело вот таким вот образом у нас легко разбирается. И теперь нам осталось еще немножко апгрейдить радиоприемник. Значит, здесь мы вот эту вот антенну перепаиваем. Вот эту вот оставляем. Это у нас будет просто лежать в корпусе. А вот эту мы перепаиваем на вот такой вот проводок. Ну, я уже показывал, это коннектор для наружной антенны. Для этого нам нужно будет этот модуль разобрать. Тут всего два маленьких винта. Открываем крышечку. Ну и вот. Вот эта плата. Здесь два контакта. Отпаиваем. Запоминаем, как они были. Отпаиваем. И припаиваем
вместо антенны вот этот вот провод. Сейчас я это все сделаю, покажу. Но на камеру нет смысла показывать, потому что здесь все очень микроскопическое. Все равно будет мне неудобно и толком ничего и вы не увидите. Так, ну вот. Отпаял я одну из антенн и на ее место припаял вот этот вот провод с коннектором для наружной антенны. Ничего там сложного не было. Единственный такой нюанс. Перед тем, как припаивать провод, не забываем на него вначале одеть вот эту вот резиночку. Потому что я как-то сразу не обратил внимания, забыл о ней. Она осталась на вот этой антенне, которую я отпаял. И потом пришлось опять отпаивать, одевать резиночку и припаивать заново. Поэтому вначале одеваем резиночку и только потом провод припаиваем. А так все очень просто. Два наши модуля полностью подготовлены. Сейчас я убираю на столе и будем их устанавливать в кораблик. Кстати, сейчас можно обезжирить нижние поверхности этих модулей и сразу наклеить на них липучки, чтобы потом установить в корпус на эти липучки. Ну, понятно, что корпус тоже нужно будет в тех местах обезжирить. Как раз четко по размеру подходит все. Так, хорошо прижимаем. И то же самое на приемнике делаем. Есть. В общем, вот так вот я расположил эти два модуля в нашем корпусе. Они уже надежно зафиксированы на многоразовую липучку. Располагаются так, как мы хотели, напротив лючка. То есть через лючок всегда их можно будет с легкостью достать и там обслужить или при необходимости заменить. Здесь у нас радиомодуль, здесь регулятор. От регулятора идет трехпиновый коннектор в радиоприемник. Я его пока подключил на второй канал, потому как именно на втором канале у нас находится газ вперед-назад. Вот у нас вперед, видите, отрабатывает второй канал на дисплее. И вот назад, вперед-назад. Вот. И в дальнейшем я еще планирую подключить, сделать ход вперед, продублировать, чтобы еще был на левом стике. Он у нас без пружины, то есть если этот всегда возвращается в нейтральное положение, и для того, чтобы у нас был ход вперед или назад, нужно удерживать. Если отпускаем, все, корабль останавливается. Здесь можно сделать так называемый круиз-контроль. То есть, допустим, мы корабль там снарядили, положили прикормку, хотим отправить на точку. Просто выставили до определенного момента, как мы хотим. Или так, или на полный газ. И все. Он себе плывет спокойно, а мы просто вот этим стиком аккуратненько подруливаем, чтобы постоянно его не держать. Я это веду к тому, что, возможно, придется там со второго канала подключить на третий. Вот у нас третий здесь отрабатывает на этом стике. То есть на этом второй, а на этом третий. И я пока еще точно не знаю, как это все будет осуществляться. Нужно подключать систему и тестировать. Но пока я подключил на второй канал. Потом, возможно, переключим на третий, но это я тоже обязательно покажу. И вообще вот этот вот трехпиновый коннектор от регулятора, он выполняет две функции. Ну, во-первых, от него работает у нас газ, то есть мы управляем газом с помощью пульта, и также он запитывает сам радиомодуль. А уже от радиомодуля идет раздача питания на все вот эти вот фары, сервоприводы и прочее оборудование. Вообще, как это все работает, если так в двух словах. Сюда подключается аккумулятор, идет на регулятор. От регулятора идет коннектор на двигатель. И от регулятора идет трехпиновый коннектор на приемник. И в приемник вставляются все остальные модули. Получается, у нас регулятор запитывает двигатель и запитывает приемник. А с помощью приемника мы уже управляем всем остальным оборудованием. Также я еще не сказал про кнопку.
Я ее говорил, что буду менять. Пока решил ее не трогать, именно на данном этапе. Я ее заменю чуть-чуть позже. То есть здесь нужно будет просто сделать проводку от этой вот кнопки, которую мы уже встроили в корпус. Нужно будет подумать, как правильно сделать проводку, и тогда уже заменим. Еще не сказал про антенну. Вот тот провод, который мы перепаивали, коннектор для наружной антенны. Вот я его подключил уже сюда на свое место. А вот здесь отлично расположилась вторая внутренняя антенна. Я взял фиксатор для электрических стяжек, сюда его приклеил на термоклей. Как раз хорошо такая здесь есть ровная площадка. И вот эту вот, вот эта вторая антенна, она в термоусадке. И вот эта термоусадка отлично, как раз с определенным усилием зашла в этот фиксатор и там держится. Если нужно будет ее извлечь вместе с радиомодулем, просто вытаскиваем и все. А так она держится, даже ничего тут дополнительно делать не надо. Вкратце, в общем, получается на данном этапе вот так. Следующий этап, я думаю, установить габариты, потому что здесь достаточно много проводов, такая целая гирлянда. И думаю, что вначале будет правильно их зафиксировать и сделать разводку по корпусу, чтобы уже все было зафиксировано. А тогда уже подключать все остальное, там сервоприводы, там ту же самую кнопку, фару, мигалку, ну и прочее. Что касается модулей, из модулей у нас остались, значит, два модуля. Это для управления светом. Этот модуль я уже показывал. Это мощный модуль для управления фары, самой главной. А вот это слабенький модуль, он чисто для того, чтобы можно было с помощью пульта включать и выключать все габариты. Но это тоже, по сути, только для того, чтобы включать и выключать фары. Но это именно более мощный модуль. Он подключается напрямую к аккумулятору. Вот это же мы для него здесь паяли. А это просто более слабый. Значит, два модуля света. Потом модуль телеметрии, чтобы на пульте можно было видеть напряжение на аккумуляторе и вовремя его поставить на зарядку. И также еще вот у нас есть такой маленький вообще микроскопический модуль. Это понижающий модуль. Получается, у нас, когда мы подключим фару через вот этот радиомодуль, он нам будет, поскольку он подключается напрямую к аккумулятору, он нам на выходе будет выдавать большое напряжение. Ну, допустим, если аккумулятор у нас там 7,4 вольта, то на выходе будет 7,4 вольта. А фара у нас, там стоит диод на 3,3 вольта. То есть, ну там 3,3, можно где-то в этом диапазоне настраивать. И просто если мы подключим напрямую, то наш светодиод будет сильно нагреваться и, скорее всего, в итоге сгорит. А может быть, сгорит даже сразу, потому что превышение идет более чем в 2 раза. И поэтому мы на выходе с этого модуля подключим вот этот вот понижающий модуль. Здесь есть подстроечный резистор. Мы с помощью тестера его подключим. И этим резистором выставим, чтобы на выходе у нас было там не 7,4 вольта, а чтобы было там 3 или 3,3 вольта. И уже непосредственно к вот этому будет подключаться фара. То есть вот это сюда, там на вход. И здесь на выходе уже будет 3,3 вольта, пойдет на фару. Это вот все, что нам надо сделать. Я так понимаю, здесь очень много будет проводов. Надо еще подумать, где это все разместить. Поэтому я буду за кадром это все более так детально обдумывать. И уже вам показывать, что у меня будет получаться. Так, я уже немного разобрался с нашими габаритами, распутал наконец эту гирлянду и уже даже частично их установил в корпус. Пока установлено только 2 задних габарита. Вот, уже зафиксировал провода и зафиксировал сами светодиоды. Вот так это выглядит снаружи. Сзади у нас 2 маленьких красных светодиода и впереди будет 3 больших белых светодиода. Светодиоды фиксируются в корпусе очень просто. В комплекте с этими габаритами идут сами светодиоды вместе с вот такими пластиковыми втулками. И также в комплекте держатели для светодиодов. Эти держатели мы уже установили в наш корпус давно, еще в 3-й серии. Кто не видел, посмотрите. Вот так вот они выглядят.
такие вот металлические. И суть такова, что берем мы светодиод и вместе с вот этой пластиковой втулкой плотно вставляем его в держатель. В принципе, держится довольно неплохо, но для того, чтобы добиться стопроцентной герметичности, которая нам здесь просто необходима, и также, чтобы светодиод никогда не провалился в середину корпуса, потому что придется потом корпус разбирать, я еще вот здесь вот возле светодиода вот так вот по кругу хорошо обливаю разогретым термоклеем. Даже захватываю часть провода, и когда термоклей застывает, этот светодиод уже здесь стоит как влитой, его уже никак не продавить, и будет стопроцентная герметичность, вода не попадет. Значит, по разводке немного. Получается, задние габариты я уже показал, передний габарит у нас уже тоже в принципе установлен, нужно будет только его облить термоклеем, он пока просто вставлен. А вот четвертый габарит при таком вот расположении, он сюда не достает. Поэтому мы здесь вот где-то обрежем и допаяем провода. Плюс еще такой момент хотел показать. В комплекте с этими габаритами идет 4 светодиода. То есть 2 задних и 2 передних. Но я решил в корпус поставить спереди не 2 габарита, а 3. У нас здесь есть место по центру. И я решил его тоже использовать. Поэтому нам надо еще один светодиод добавить. Я его приобрел отдельно. Ну, продаются сами светодиоды. И даже отдельно продаются вот эти пластиковые втулки вместе с держателями. И поэтому, когда вот здесь вот я буду удлинять этот светодиод, чтобы он сюда достал, до вот этого места, я сюда, в это, там где будут соединяться провода, я сюда еще впаяю 5-й светодиод, чтобы он достал вот сюда. Ну и здесь, конечно же, все красиво это уложу. Теперь нам еще нужно будет подумать, где установить радиомодуль, который будет управлять этими светодиодами. И еще по поводу коннектора. Здесь в комплекте вот такой 3-пиновый коннектор. Вот он. Но нам придется его обрезать и поставить вот такой вот коннектор. Потому что здесь рассчитано на то, что эти светодиоды напрямую вставляются в приемник, но в таком случае они будут светиться постоянно, и с пульта их выключить будет невозможно. Поэтому я уже говорил, что светодиоды у нас будут запитываться через вот такой радиомодуль. С помощью этого радиомодуля мы с пульта сможем включать и выключать габариты. То есть вот эта сторона, вот этот 3-пиновый разъем вставляется в приемник, а вот это уже идет 2-пиновый разъем, который идет на сами светодиоды, то есть на габариты. Поэтому нам от габаритов надо будет отрезать вот этот 3-пиновый разъем и на его место припаять вот такой разъем. Таким образом мы сможем это соединить вместе с радиомодулем. Собственно, вот этим сейчас мы займемся. Осталось только придумать, где этот модуль лучше всего расположить, потому что корпус уже начинает наполняться проводами, и места становится все меньше и меньше, а нам надо сделать так, чтобы еще потом был доступ к вот этим всем модулям. Поэтому думаем, работаем. А пока греется паяльник, я еще хочу немного рассказать по поводу фиксации проводов в нашем корпусе. Значит, я абсолютно все провода буду фиксировать с помощью вот таких платформ для электрических стяжек. Мы такую же платформу вот использовали для фиксации антенны, когда ставили радиомодуль. Значит, какова суть? Мы платформу клеим на корпус в нужном нам месте. Затем сюда вставляем стяжку. Вкладываем провод. Стяжку хорошо затягиваем. После чего лишний конец обрезаем. Очень хороший вариант. Конечно, есть еще другой вариант. Например, нам здесь нужно проложить провод. Мы берем термопистолет, капаем сюда термоклей. В это место укладываем провод, пока еще клей жидкий. Ждем, пока термоклей застынет, и все. Провод очень надежно зафиксирован на корпусе и без платформы. Но этот вариант не очень удобный. Представим, что нам нужно поменять сервопривод.
И он, как в данном случае, у нас зафиксирован в двух точках. Ну, точнее, его провод. Вот здесь и вот здесь. Если бы это было на термоклее, то пришлось бы брать какие-то там кусачки, нож, это все колупать, потому что с пластиком термоклей соединяется очень хорошо. Это было бы очень неудобно, потом это место пришлось бы там зачищать. В общем, целый геморрой. Что получается в нашем случае? Если нужно заменить сервопривод, мы просто берем кусачки, щелкаем здесь, щелкаем здесь, перекусываем стяжки, освобождаем, меняем сервопривод и на эти же платформы новыми стяжками фиксируем провод. Очень классный вариант. Единственное, что я делаю немножко по-другому, не так, как задумано производителем. Вот эти вот платформы, они здесь вот на своей подошве имеют двухсторонний скотч. То есть вот эта штука отрывается. Вот, у нас появляется липкий слой и приклеивается. Но, судя по цене этих платформ, я уверен, что здесь не используется 3М-овский дорогой двухсторонний скотч. Здесь по-любому какой-то самый дешевый. И вполне возможно, что когда в теплое время года этот кораблик нагреется на солнце, то с обратной стороны эти все платформы просто поотпадают от корпуса. Не 100%, это чисто мое мнение, но я решил перестраховаться. Что я делаю? Просто беру канцелярский нож, срезаю этот двухсторонний скотч. Он довольно легко срезается. Вот так вот его полностью срезаю, чтобы у нас показался пластик. Вот. Затем беру вот так вот эту платформу, ухватываю пинцетом. Беру термопистолет, наношу хорошо разогретый клей вот так вот по периметру этого квадрата и наклеиваю на корпус в нужное нам место. Когда застывает термоклей, эту платформу от корпуса уже ничем отодрать будет невозможно. Никакое солнце, никакой нагрев корпуса уже нам не страшен. Эта платформа будет зафиксирована очень хорошо. Вот, кстати, сейчас, раз я уже это все взял в руки, мне нужно одну платформу приклеить. Мы это сделаем. Вот, по периметру нанес клей. И вот в это место мне нужно приклеить. Как раз там, где будет поворачивать провод на передние габариты. Вот так хорошо прижимаем. И все. Клей застынет. Застывает он довольно быстро. И платформа зафиксирована на все 200%. И последнее, что я хотел еще рассказать по поводу фиксации проводов. Вот хорошо, что я начал все-таки прокладывать проводку с вот этих вот габаритов. Как я уже говорил, достаточно много проводов от них получается. И, например, вот я вижу, что вот у нас идет вот этот задний габарит. Здесь он поворачивает. Но также я понимаю, что у нас в этом же месте будет поворачивать шлейф от сервопривода. Поэтому для того, чтобы не лепить целую кучу этих платформ, я просто попутно использую, ставлю платформу и сразу же на одну платформу фиксирую несколько проводов. То есть в данном случае у меня на этой платформе зафиксированы провода от габаритов и также здесь зафиксирован шлейф. Таким образом мы не лепим лишние платформы. Так что это тоже нужно учитывать. Итак, закончил я укладывать проводку габаритов. На камеру ничего не снимал в этот момент, потому как здесь и так все понятно. Основную важную информацию я рассказал до этого. Сейчас, по сути, наша задача какая? Укладывать провода так, чтобы они удобно располагались в корпусе, и все подводить к приемнику. Значит, параллельно с габаритами я выполнил еще некоторые работы, и сейчас все подробно расскажу, что я сделал. Тут, как я и говорил, вот этот вот габарит, я удлинил на нем провод. Он у нас благополучно теперь достал до своего места. Я уже, кстати, все габариты
облил термоклеем, они уже надежно зафиксированы. Также вот в этом месте я подпаял 5-й, вот этот центральный габарит, и тоже он уже установлен. Все на вот этих вот фиксаторах держится. Значит, параллельно пришлось еще сделать кнопку, провода подвести к этой кнопке, потому как у них, у проводов габаритов и у проводов от кнопки получаются общие вот эти фиксаторы, общие платформы, и пришлось сразу одновременно их фиксировать. То есть вот эти провода я фиксировал одновременно, и поэтому, хотя кнопку думал сделать позже, но сделал ее именно вместе с габаритами. И вот от кнопки пошли провода сюда к регулятору. Припаял я этот разъем красный и подключил. То есть регулятор уже у нас работает от вот этой кнопки. А вот эта кнопка уже все, она уже нам не нужна. Теперь получается по сервоприводу. Здесь тоже я его уже подключил к приемнику, потому как тоже у него вместе с габаритами была вот эта общая платформа. И чтобы здесь можно было зафиксировать стяжку, я уже подключил сервопривод. Здесь какая была особенность, то есть, как мы видели, у нас разъем сервопривода доходит только до вот этого момента, а нам надо его подвести аж к приемнику. Поэтому я воспользовался вот такими вот удлинителями. Это специальные удлинители для сервоприводов. Вот, трехпиновые. Получается вот это место соединения. То есть сюда я вставил, в один конец удлинителя вставил сервопривод, а другой конец удлинителя вот так вот провел и вставил в приемник. Бункер у нас получается на 5-м канале. Дальше. Теперь вот этот вот модуль. Модуль, который управляет включением габаритов. Я думал, где же его расположить. Вот, я думаю, видно его. В итоге я так посмотрел, он вообще не имеет никакого веса. По сути, этот модуль, это, можно сказать, тот же самый провод. Поэтому я решил нигде его не фиксировать. Он вот так вот находится под регулятором. Ну, когда мы перевернем эту крышку, он как бы будет располагаться на регуляторе сверху. И ничего он там особо не будет болтаться. Здесь все очень так плотно. Все эти провода проходят, и они еще друг друга поддерживают. Тем более здесь я как сделал, очень так сделал по-хитрому. Вот видите, такие получились петли. Получается, вот эта вот верхняя петля, вот белый провод видно, это от сервопривода. И эта петля, этот провод зафиксирован в двух точках, вот здесь и вот здесь. То есть нам не нужно будет его снимать. Понятно, что если что-то случится с сервоприводом, уже нужно будет разбирать кораблик, и уже доступ и так будет ко всему. Так вот, этот провод у нас от сервопривода зафиксирован в двух точках, на двух платформах. А под эту петлю я запустил и никак не фиксировал больше. Запустил провод от вот этого модуля включения габаритов и запустил петлю от кнопки регулятора. И что у нас получается? Здесь у нас свободный ход, то есть оно спокойно отсюда свободно достается. И если, когда кораблик будет полностью собран, уже склеен, и нам нужно будет снять регулятор, мы просто его от этой липучки отсоединим и достанем. Эти провода у нас достанутся отсюда, и сможем отсоединить кнопку с помощью вот этого разъема. И та же самая ситуация с радиомодулем управления габаритами. Если нужно будет его поменять, мы тоже его вот так вот через лючок достанем, и эти провода отсюда выйдут. Потому что если бы здесь я их зафиксировал, то тогда бы никак бы я не смог их достать через лючок. Вот эти вот модули, которые потенциально нужно будет обслуживать и менять. Вот такая вот ситуация на данный момент. И теперь еще осталось подумать, куда установить датчик телеметрии. И, собственно, сейчас я этим займусь. Ну, а по факту, из того, что нам осталось тут сделать, это разобраться с этим датчиком,
установить модуль от прожектора и подключить мигалку. Вот оно здесь пока временно так скручено. Здесь провод от прожектора и вот этот трехпиновый от мигалки. И надо будет тоже подумать, как это все подключить. Мигалка у нас не будет подключаться никаким модулем, она напрямую подключается к сервоприводу. Я в ранних сериях говорил, что у нас мигалка будет всегда работать тогда, когда мы будем вот этой кнопкой включать регулятор. То есть мы подаем питание на регулятор, и у нас всегда будет работать мигалка. Она будет нам сигнализировать о том, что кораблик включен, чтобы мы во время рыбалки не забывали его выключать. Поэтому мы подключим там эту мигалку на любой канал, который у нас будет потом свободный, и она будет работать. Еще хотел добавить, что габариты я подключил на 6-й канал. Получается, я хочу, чтобы у нас габариты работали на вот этом вот тумблере. Это у нас 5-й канал, сброс бункера. Здесь будет включение габаритов. И вот получается, заходим в наш любимый дисплей. И вот мы видим 6-й канал включает, работает от этого тумблера. Он будет включать у нас габариты. Вот так. А вот этот вот тумблер я хочу настроить на включение фары. Ну просто вот этот, он двухпозиционный. Нам в данном случае он, скорее всего, не пригодится. Я не знаю, где его можно в нашем кораблике использовать. А вот этот вот обычный тумблер, то есть это будет у нас фара, прожектор, это габариты и вот это у нас сброс бункера. В общем, я определился, где у нас будет располагаться датчик телеметрии. Это сразу вот здесь за регулятором. Очень удачное место. Во-первых, отсюда будет удобно разводить вот эти провода от датчика. И также я проверил, через лючок сюда есть доступ. В случае замены этого датчика можно будет легко его отсюда извлечь. Крепиться он будет так же, как вот эти модули, на многоразовую липучку. И вот как я сделал. Поскольку здесь датчик такой довольно узкий, а липучки у нас квадратные. Вот. Я просто взял этот квадратик, разрезал вдоль ровно пополам. И одна часть у нас пошла на корпус датчика, и другая часть приклеилась на корпус кораблика. Ну и, соответственно, между собой они будут соединяться. Значит, от датчика выходит два провода. Один вот такой двойной провод, тоненький. Он подключается напрямую к аккумулятору. Я сюда уже, кстати, припаял такой вот двойной коннектор. Это ответная часть от вот этого коннектора, который мы допаивали к данному разъему. К этому разъему подключается аккумулятор. Вот. Через этот тоненький провод датчик будет получать информацию о том, сколько вольт в данный момент на аккумуляторе. А вот этот трехжильный провод эту информацию передает на экран нашего пульта. То есть, получается, мы дистанционно на экране пульта будем видеть, сколько вольт в данный момент на нашем аккумуляторе. И этот трехжильный провод подключается в специально отведенный разъем на радиомодуле. Значит, мы его сейчас сюда установим на свое место. Этот двухпиновый разъем мы сразу подключаем на провод, который пойдет в дальнейшем к аккумулятору. А вот этот вот трехпиновый мы вот так вот завернем. Вот так он здесь пойдет. И потом включим в радиомодуль. Пока я подключать его не буду, потому что если мы его подключим, он нам перекроет первый и третий канал, а нам к ним еще нужен будет доступ. Поэтому пусть пока вот так вот повисит. Значит, с модулем телеметрии пока все ясно. И еще хотел остановиться, более подробно рассказать про вот этот вот модуль для включения и выключения нашей фары. Фара у нас мощная. Я немножко уже о нем рассказывал. Ну, мне кажется, что не совсем понятно. Еще расскажу поподробнее. Значит, фара у нас мощная. И, соответственно, вот этот вот модуль у нас рассчитан под мощное оборудование. Здесь выведен отдельный разъем, чтобы этот модуль подключать напрямую к аккумулятору. И вот у нас как раз остался второй разъем, который мы
припаивали. Это ответная часть. Он вот так вот подключается сюда. И у нас остается еще два провода. Ну, понятно, что вот этот трехпиновый пойдет на 7-й канал радиомодуля. У нас 7-й канал будет управлять фарой. А вот этот двухжильный у нас пойдет на саму фару. Это питание фары. И что получается? Нам надо понизить напряжение. Об этом я тоже рассказывал. Хочу немножко показать более практично. Значит, представим, что у нас есть аккумулятор. Ну, вместо аккумулятора будем использовать блок питания. Пока аккумулятора мы еще не собирали. Аккумулятор, у него будет номинальное напряжение 7,4. Поэтому давайте повторим то же самое. Вот. Выставляем 7,4 вольта. Это номинальное напряжение нашего будущего аккумулятора. Подаем питание на регулятор. Тут очень важно не перепутать. 10 раз лучше проверить. Так, вот подал питание. Теперь включаем. Кнопочка у нас уже функционирует. Нажимаем на кнопочку. Лампочки засветились. Этот регулятор гудит. И что мы хотим проверить? Значит, берем тестер. Выставляем на измерение вольт. Ставим так, чтобы было видно. Видно? Видно. Теперь сразу же подключаем на 7-й канал этот датчик. Вот, подключили на 7-й канал. Берем пульт. 7-й канал у нас настроен на вот этом вот тумблере. Мы его включаем. Включение здесь осуществляется вниз. Включили. Все, у нас сейчас на вот этот вот разъем подается питание. То есть вот сюда будет подключена наша фара. И вот если сейчас померить, вот, так закрываю тестер, вот, видно 7,4 вольта. Ровно 7,4 вольта. Как раз то же самое, что мы выставили на нашем блоке питания. 7,4 вольта. То есть, как я и говорил, у нас этот модуль передает то же самое напряжение, к которому он подключен. А нам надо на эту фару подать 3,3 вольта. Ну, это максимум, можно 3. Поэтому мы должны между вот этим разъемом и фарой, вот так это выглядит, вставить понижающий модуль. Вот. Мы здесь с помощью тестера выставим 3 вольта и подключим. Сейчас я это сделаю и покажу, что у нас получится. Вот я к нашему понижающему модулю с двух сторон на вход и на выход припаял все тот же наш любимый красный разъем. Ну, он удобный, поэтому буду его везде использовать. Это у нас вход, это у нас выход. Вот это получается на входе ответная часть от модуля управления прожектором. Подключается вот таким вот образом. А здесь у нас будет подключаться сам прожектор на выходе. Но сейчас для того, чтобы нам настроить напряжение на этом понижающем модуле, мы включим тестер. Я взял ответную часть от этого разъема и временно подключил ее к тестеру для удобства, чтобы было удобней настраивать напряжение. Подключаем. Включаем кораблик. Ничего не происходит, потому что надо включить 7-й канал с помощью пульта. Оп.
включили. Мы видим, что сейчас на выходе понижающего модуля 6,8 вольт. Нам надо опустить где-то, сделаем 3, 3,1. Вот так. Не будем ставить там, хоть и максимально заявлено 3,3, но не будем ставить предельное напряжение. Пусть диод работает не на своей предельной мощности. Нам этого будет достаточно. Крутим резистор маленькой отверточкой. Так, это не в ту сторону. И смотрим на тестер. Так, тут очень большая чувствительность. Надо вообще по чуть-чуть крутить. Очень чувствительный. Вот. 3,1. Теперь на выходе понижающего модуля 3,1 вольт. Мы спокойно можем сюда подключать нашу фару. Светодиод не будет перегреваться и будет служить достаточно долгое время. Можно это выключать. Значит, что я еще хочу сделать? Я хочу найти подходящую по диаметру термоусадку и все это обжать термоусадкой, чтобы плата не была совсем уж открытая. Конечно, термоусадка никакой там герметичности особо не даст, но мало ли что, какая-то даже просто влажность, чтобы плата не была совсем открытой, потому что здесь все детали открытые, микросхема. В общем, обжимаем термоусадкой, и все это осталось просто упаковать красиво в корпусе. И, собственно, вот так у меня это все получилось. Как я и сказал, понижающий модуль я обжал термоусадкой для дополнительной защиты его электронных компонентов. Здесь добавил две платформы для фиксации, и на эти же платформы данный модуль зафиксировал. Если нам нужно будет его заменить, мы через лючок сможем кусачками достать до вот этих стяжек, их перекусить, модуль поменять и назад на новой стяжке его зафиксировать на свое место. Вот у нас идет кабель, вот этот черный, от фары. Вот он пошел. Тут я тоже добавил платформу, чтобы его зафиксировать в этой точке. Вот он пошел. И на конец этого кабеля я припаял ответную часть красного разъема. Тем самым смог соединить фару с выходом понижающего модуля. Ну а здесь на вход он подключен к радиомодулю управления фарой с пульта. Вот у нас здесь располагается мигалка, вот от нее пошел шлейф. Я думал, что этого шлейфа не хватит, чтобы достать до приемника. Думал добавить вот такой вот удлинитель. Но, как оказалось, длины шлейфа от мигалки до радиомодуля вполне оказалось достаточно. Тут я использовал эту платформу вместе с фарой. Здесь вот зафиксировал мигалку. И еще использовал вот эту платформу тоже вместе с вот этим понижающим модулем, зафиксировал шлейф от мигалки, и сюда он вошел на 8 канал радиоприемника. 8 канал у нас, получается, ничем не будет занят, он всегда будет запитан, и во время включения кораблика мигалка всегда будет работать, независимо от того, что мы будем делать на пульте. Также я еще взял несколько электрических стяжек и вот этот вот основной питающий провод, который в дальнейшем пойдет на аккумулятор, вот так вот в 3 местах этими стяжками зафиксировал. Получается, у нас на этот разъем идет достаточно большое количество проводов, и чтобы они потом вот так не развернулись, как веник, и по всему кораблику нам не мешали, я их вот так зафиксировал, эти провода, и у нас получился такой один сплошной аккуратный шлейф. Потом я еще посмотрю, нужно будет взять нижнюю часть, я посмотрю, как этот разъем доходит до аккумуляторного отсека. И, возможно, вот здесь вот поставлю в этом месте еще одну платформу для стяжки. И вот здесь его зафиксирую, чтобы когда мы будем менять аккумулятор и будем вот этот провод шевелить, чтобы он у нас шевелился вот в этом месте. А вот здесь вот, где он припаян к регулятору, чтобы здесь он не переламывался. Потому что здесь мало того, что он припаян к регулятору, плюс тут еще подходят же вот эти все провода от телеметрии, от модулей света, чтобы оно вот это все тут не шевелилось, потом и не разболталось. Я вот так зафиксирую, и вот оно будет спокойно уже здесь себе изгибаться, а здесь будет все зафиксировано в этом месте. А вообще из электронного оборудования, которое нам осталось подключить, это только сервопривод руля и двигатель.
Поскольку и то, и другое находится на нижней части кораблика, мы пока это не подключали, подключим его немножко позже. Значит, для двигателя у нас есть отдельный специальный выход, который идет напрямую от регулятора. Двигатель подключается к вот этому разъему, здесь все понятно. А сервопривод руля подключается к одному из каналов радиомодуля. Я, кстати, уже посмотрел, что вот этот вот провод, который идет от сервопривода руля, он достаточно короткий, да и плюс сам сервопривод находится довольно далеко от радиомодуля, и поэтому нам этого провода будет недостаточно. Мы воспользуемся точно таким же трехпиновым удлинителем, как мы удлиняли провод сервопривода для сброса бункера. Один конец этого удлинителя вставим в радиоприемник, и другой конец уже, когда соберем корпус, когда соединим верхнюю и нижнюю часть, то тогда второй конец удлинителя вставим в сервопривод руля. В принципе, одну из частей мы можем уже вставить в радиомодуль, чтобы здесь уже полностью все закончить. Но для этого нам нужно посмотреть, на какой канал подключать руль. Заходим в дисплей. Так, вот это у нас будет лево-право. Ну вот, работает первый канал, поэтому сейчас этот удлинитель мы будем подключать на первый канал. Я потом сделаю, чтобы поворачивать еще можно было вот этим левым стиком, но там уже идет программная настройка, просто нужно будет вот эти стики замиксовать. Это я потом покажу. А сейчас подключаем сервопривод на первый канал радиомодуля. Все, вот у нас удлинитель подключен к радиомодулю. И теперь, кстати, мы можем уже подключить кабель от датчика телеметрии. Я тогда говорил, что мы его подключать сразу не можем, потому что нам перекроет нижние вот эти каналы. Теперь уже нам туда подключать больше ничего не надо. И можно его спокойно вставлять. Есть. Все, здесь у нас полностью все подключено. Осталось только сюда подключить сервопривод руля, а сюда двигатель. Сейчас я возьму нижнюю часть кораблика, мы их состыкуем, подключим, и я еще посмотрю, как нам этот провод лучше зафиксировать в корпусе, как его лучше уложить, чтобы он не болтался в середине нашего корпуса. Так, вот я принес нижнюю часть нашего корпуса и уже зафиксировал провод, питающий сервопривод руля. Получилось хорошо, достаточно функционально, и при этом все очень просто. Я взял на борт нижней части, приклеил две платформы для стяжек. К одной платформе стяжкой прикрепил край удлинителя сервопривода, и к другой платформе стяжкой прикрепил провод самого сервопривода. И между платформ, вот здесь трехпиновым коннектором, они соединяются. При этом получился хороший запас вот этого провода. Почему это хорошо? Потому что благодаря такому запасу мы имеем возможность подключить абсолютно всю проводку в этом кораблике, то есть верхнюю часть объединить с нижней частью, но при этом мы можем разобрать корпус. Потому что если бы, например, вот этого кабеля нам хватало бы, чтобы он достал до приемника только в собранном виде, нам бы пришлось через лючок вначале там что-то отключить, и потом только мы смогли бы кораблик вот так вот разложить, как он сейчас лежит перед вами. Но с точки зрения обслуживания это совсем неудобно. Удобно, когда вот так вот это все разложено, верхняя часть, нижняя часть, все между собой соединено, подключено, и тогда мы можем что-то настроить, там отремонтировать и сделать все, что нам надо. То же самое касается и кабеля, который запитывает мотор. Несмотря на то, что вот эти родные штатные провода, которые были на регуляторе, они достаточно короткие, но я, когда припаивал свои провода к двигателю, я заведомо сделал их длинными, и вот благодаря этой длине у нас корпус разложен, и все провода подключены, и все везде достает. Также, что я еще сделал? Вот тут я говорил, что померяю, или этот разъем достанет у нас до аккумуляторного отсека. Если достанет, то я здесь его зафиксирую. Я прикинул, вот взял этот лоток аккумуляторный,
Он будет располагаться примерно здесь. Фиксировать мы его будем уже там в следующих сериях, когда будем заниматься сборкой аккумулятора. То есть по автономному питанию у нас уже будет совсем отдельная серия. Тогда мы определимся точно, где мы его поставим и приклеим к нижней части. Ну, примерно где-то он будет стоять вот здесь. То есть я временно накинул крышку, через лючок посмотрел, провод достает до аккумуляторного отсека, значит достанет и до самого аккумулятора. Поэтому я его зафиксировал вот здесь тоже на две платформы. И вот так вот у нас теперь только вот эта вот часть двигается, а вот здесь уже все четко зафиксировано, здесь ничего уже не обломается. И вот эти все провода тоже не шевелятся. Шевелится только вот эта часть. Значит, с этим разобрались. Вся проводка полностью готова, можно сказать, на 100%. Сейчас я верхнюю крышку накину на нижнюю часть, подключу питание и покажу вам, что у нас в результате получилось. И в конце видео мы на нашем пульте выполним несколько необходимых таких важных базовых настроек для того, чтобы наш кораблик мог нормально функционировать. Я подумал, пока наш корпус находится в разобранном виде, я вам вначале покажу, как работает двигатель и рулевое управление. Ну, так просто лучше будет видно, потому что если мы закроем сейчас это все крышкой, нам придется его переворачивать вверх ногами, потому что так вы двигатель и руль не увидите. Так, подключил я клеммы. Включаем блок питания. Тут у нас 7,5 вольт. Ну вот ставим 7,4. Это номинальное напряжение нашего аккумулятора будущего. Включаем кнопкой питания. Тут у нас мигают все вот эти лампочки на всех датчиках, в принципе. Включаем пульт. Так, прозвучал сигнал. Это значит, что все законнектилось. Ну и вот. Мы делали газ вперед-назад на вот этот стик. Проверяем. Все работает. Это назад. Это вперед. Чем больше нажимаем, тем быстрее вращается. Это работает регулятор. За эту функцию отвечает именно вот этот вот блок. И задний ход. Так, ну и вот у нас, обращаем внимание на рулевое управление. Тоже мы ставили на этот стик. Вот можно одновременно подавать газ и управлять рулем. Так, это работает. Так, смотрим дальше. Включаем питание. Сразу работает мигалка, и она будет всегда нам сигнализировать о том, что мы забыли выключить кораблик. Увидели, что мигалка светится, значит надо выключить питание. Включаем питание. Так, проверяем бункер. Бункер у нас на вот этом тумблере. Бункер работает. Есть. Теперь габариты. Габариты мы настраивали вот здесь. Два задних габарита. И 3 передних. Вот. С помощью пульта включается, выключается.
И еще у нас осталась фара. Фару мы настраивали на вот этот тумблер. Проверяем. Включаем фару, включаем габариты. Все работает. Все замечательно работает. Поэтому можно приступить к базовым настройкам пульта. И в принципе с электроникой мы полностью справились. И вот только что я еще за кадром немного потестировал систему нашего кораблика так более тщательно и обнаружил такую проблему. Я уже ее решил, не могу об этом не рассказать, вдруг вы тоже с этим столкнетесь, чтобы знали, что делать. Помните, мы мигалку поставили на 8 канал, я сказал, что он у нас будет свободный, и поэтому мигалку ставим на 8 канал, чтобы она у нас всегда работала. А фару мы поставили на 7 канал. И вот что я обнаружил. Если у нас включено питание кораблика, но при этом мы выключаем питание пульта, у нас в этот момент почему-то загорается фара. Но это совсем как бы неудобный вариант, потому что фара достаточно мощная, жрет много батареи. И если, например, мы забудем выключить кораблик, то это еще полбеды. Но если мы выключим пульт, и у нас в этот момент загорится фара и будет все время светиться, ну это вообще, мы просто посадим батарею буквально очень быстро. Что я сделал? Долго я и в интернете там лазил, искал, ничего не нашел. В итоге, как я решил проблему? Я взял с 8 канала, отключил мигалку, подключил ее на 7 канал, на место фары, а фару отключил с 7 канала и переключил на 8 канал, там, где у нас была мигалка. Проблема сразу пропала. То есть питание кораблика включено, я выключаю пульт, мигалка продолжает мигать, так как нам это и надо, и фара больше не зажигается. И я вам больше скажу, если у нас кораблик включен, то есть если питание подключено, и мы выключаем пульт, и при этом была включена фара, то она автоматически гаснет. Я не знаю, с чем это связано, возможно, какие-то особенности радиоприемника, или, возможно, это особенности пульта. Не знаю, не нашел информации, честно, никаких настроек не нашел, тоже облазил абсолютно все меню, все перепробовал, ничего не помогло. Просто поменял канал, и проблема решилась. И прежде чем мы приступим к настройкам нашего пульта, я должен сделать одно важное замечание, которое тоже нужно учитывать. Когда вы купите точно такой же пульт, он изначально будет продаваться с прошивкой под вот такой 6-канальный радиомодуль. Этот модуль такой же, как стоит в нашем кораблике. Единственное, что он на 6 каналов и, соответственно, немного меньше по размерам. Все остальное точно такое же. В принципе, можно поставить и 6-канальный радиомодуль. Но тогда у нас не хватает одного канала для управления фарой. Нам придется выбирать. Или отказываться от габаритов и оставлять фару, или отказываться от фары и оставлять габариты. Здесь уже выбор каждого. Именно поэтому я поставил 10-канальный радиомодуль. Получается, пульт у нас на 6 каналов, радиомодуль на 10 каналов. Я этот пульт, соответственно, перепрошил на прошивку, которая позволяет работать с 10-канальным радиомодулем. То есть у нас в настройках еще добавляются каналы. Вот даже могу показать. Вот у нас прошивка Original 2014 года, версия 1.1. И вот модифицированная прошивка 2020 года, версия 1.7.6. Вот такую прошивку я поставил. Я не буду в этих сериях показывать, снимать видео, как прошивается пульт. Во-первых, я уже его перепрошил, то есть я вынужден был его перепрошить, чтобы перед тем, как вам что-либо показывать, чтобы я сам понимал, как это все будет работать.
Вот. И то есть я его перепрошил, назад я уже на старую прошивку откатываться не буду. В YouTube очень много видео, как перепрошиваются эти пульты. Там буквально нужно будет за $1 купить, там, или за $2 купить маленький такой программатор, маленькая такая платка и несколько кабелей. И вот через этот разъем все это прошивается. Кому интересно, найдите просто на YouTube видео, там прошивка пульта FlySky FS-i6. И найдете вообще без проблем, там все подробно расскажут. Я именно по такому видео прошивал этот пульт. Все-таки перед тем, как начать настраивать пульт, я на всякий случай временно решил отключить питание от вот этого сервопривода бункера, потому что если во время настройки я случайно зацеплю вот этот тумблер, а он переключается очень легко, и у нас в таком вот перевернутом положении начнет открываться бункер, то здесь или что-нибудь сломается, или что-нибудь сгорит. Потому что все-таки нагрузка на сервоприводе 20 кг, он очень мощный. И в таком перевернутом положении ни в коем случае нельзя, чтобы он сработал. Лучше перестраховаться. А вот теперь можно начать настраивать пульт. Добавим зума, включаем пульт и подаем питание на кораблик. Первое, что мы настроим, это вот этот вот датчик телеметрии, чтобы на этом дисплее мы смогли дистанционно наблюдать за тем, сколько вольт на нашем аккумуляторе. Имеется в виду на аккумуляторе кораблика. Это нужно настроить. Заходим в меню, держим ОК, переходим в системные настройки, System Setup. Опускаемся к пункту RX Setup и выбираем здесь RX Battery. Мы попадаем в настройки аккумулятора кораблика. Нас в первую очередь интересует пункт Type. Мы, конечно же, настроим здесь все, раз уже сюда зашли. Хотя вот это все можно было настроить потом. Итак, пункт Type. Стоит сейчас int LiPo. Нам надо переключить на ext LiPo. Ищем этот пункт. Вот ext LiPo. Ext это означает, что мы переводим систему на вот этот вот внешний датчик. То есть именно с внешнего датчика теперь система будет брать информацию. А LiPo это тип аккумулятора. Переходим дальше. Cells. Cells это количество ячеек. Сейчас не будем углубляться в это. Мы будем собирать аккумулятор, который будет состоять из 2 ячеек. Поэтому здесь у нас стоит все правильно. 2 ячейки. Уже в той серии, где мы будем непосредственно аккумулятор собирать, я уже об этом расскажу немножко поподробнее. Дальше у нас есть 3 пункта. Здесь мы устанавливаем 3 настройки. Максимально сколько вольт будет выдавать наш аккумулятор. 2 ячейки, это получается каждая банка по максимальное напряжение в каждой банке 4,2 вольта. 2 банки это 8,4 вольта. Вот даже написано сколько одна банка. Если у нас здесь стоит 8,4, то пульт сам высчитывает, что одна банка это 4,2 вольта. Это максимальное напряжение. AL это сокращенно аларм. Это настройка, при скольки вольтах у нас пульт начнет издавать сигналы. Чтобы мы обратили внимание, что у нас уже начинает садиться аккумулятор. Ну, я тут поставил 6,8 вольт. То есть это каждая банка будет садиться до 3,4 вольта. И вот это low это минимальное напряжение. Это когда уже пульт будет так прям очень настойчиво сигнализировать и срочно требовать зарядить аккумулятор. Я, кстати, вот на этом регулируемом блоке питания тестировал. Если опустить напряжение опустить общее напряжение аккумулятора до 6,2 вольт, то двигатель вообще перестает вращаться, система отключается. И если это случится где-нибудь далеко, то мы уже кораблик не достанем, придется за ним плыть. И поэтому я поставил 6,4 вольта. Это значит, что каждая банка будет садиться на 3,2 вольта. И у нас еще будет там немножко, совсем небольшой запас, чтобы успеть корабль вернуть. Здесь все настроили. И теперь держим Cancel. Все, что в этом пульте настраивается,
И чтобы сохранить, нужно поддержать Cancel. Потому что если просто выйти с того меню, где мы делали настройки, эти настройки не сохранятся. Поддержали Cancel, сохранили. Вот можем даже проверить. Все как и настроили, так и осталось. Теперь нам нужно сделать так, чтобы эта информация с внешнего датчика, чтобы эта информация отображалась на главном дисплее нашего пульта. Переходим в Choice Sensors. И вот сделаем так, чтобы у нас первым пунктом был установлен вольтаж аккумулятора. И находим вот EXT-V. EXT-V это сколько вольт нам показывает внешний датчик. И и TX-V это получается сколько вольт у нас на самом пульте. Это такие две важные настройки, которые нужно выставить. Если здесь ничего не будет стоять, ставьте TX-V. И тоже сохраняем. Возвращаемся в главное меню. Ну и вот. У нас появилось вот самым первым пунктом. Мы видим, сколько вольт на аккумуляторе. Мы управляем корабликом. И в этот момент видим все, что у нас по аккумулятору. Давайте проверим те настройки, которые мы устанавливали. Можем, кстати, вернуться сюда, чтобы не забыть. Так, RX Setup, RX Battery. Вот что мы настраивали. Значит, максимальное напряжение 8,4. Давайте проверим, что будет, если мы опустим напряжение до 6,8 вольта. Крутим крутилочку на блоке питания. Ну вот, 6,8. Он начал немножко раньше сигнализировать, потому что немножко у них не совпадает напряжение. Ну, суть понятна. Вот, 6,8. Пульт издает такие не сильно навязчивые сигналы. То есть мы уже берем во внимание, что аккумулятор скоро нужно заряжать. Теперь опускаемся до 6,4 вольт. Я опять кручу эту крутилочку. О, вот 6,4 вольта. И пошла жара. Уже настойчиво сигнализирует. Давайте срочно ставьте на зарядку, хватит плавать. Потом будете плыть туда лично за корабликом. Возвращаем обратно. Поднимаем напряжение. Вот 7,4 поставил. Все, перестала работать сигнализация. Все нормально. Очень, кстати, удобные настройки вот эти. То есть мы никогда не прогадаем и не разрядим аккумулятор до критического напряжения. А теперь я хочу показать, как настроить вот эти вот верхние тумблеры. Помните, в процессе сборки я постоянно говорил, там, хочу, чтобы на этом тумблере у меня работал сброс бункера, на этом тумблере я хочу поставить включение габаритов, а на этот тумблер я хочу поставить включение фары. Так вот это все можно легко настроить. Держим ОК. В этот раз уже переходим в правое меню, выбираем пункт AUX Channel. И вот эти вся вот эта верхняя панель, тумблеры и крутилочки, они начинают работать от 5-го канала. Все, что до 5-го канала, это вот эти вот два стика, левый и правый стик, которые отвечают за повороты и за передний и задний ход. То есть это такие, скажем, отвечают за ходовую, а это уже как дополнительные. Поэтому настройки идут с 5-го канала. Например, я хочу, чтобы бункер у меня работал на вот этом вот тумблере. Я вставляю бункер в 5-й канал. Смотрю, что написано у меня напротив этого тумблера. Тут написано SWA. И мне нужно сделать так, чтобы напротив 5-го канала у меня было то же самое, что написано возле этого тумблера. SWA. Вот я уже настроил. Например, мы хотим, чтобы у нас фара работала на вот этом тумблере. Мы берем, переходим. Фару вставляем, как в данном случае я вставил, в 8-й канал. То есть мы можем, в принципе, в любой канал вставить, просто потом нужно будет выставить настройку самого тумблера. Фару вставили, например, в 8-й канал.
Смотрим, что здесь написано. SWD. Ну и вот выбираем, чтобы напротив 8 канала, где у нас вставлена фара, было то же самое, что написано на этом тумблере. SWD. Вот. Все выставили. Сохраняем. Еще хочу показать одну интересную настройку. Я ранее о ней немножко упоминал. Я хочу задействовать вот этот вот левый стик. Сейчас, как вы видите, я его вращаю, и ничего абсолютно не происходит. Как мы его можем задействовать? Он у нас без пружины, и мы можем сделать так называемый круиз-контроль. Выставили определенную скорость, и корабль погнал туда, куда нам надо. А вот этим стиком потихонечку его направляем, то есть подруливаем. И также я сюда хочу продублировать повороты, чтобы этим стиком можно было поворачивать. Для чего нам это пригодится? Вот смотрите, если мы этим стиком, вот как сейчас настроено, будем давать газ и при этом еще поворачивать, у нас газ стабильным не будет. Он будет то увеличиваться, то уменьшаться. Невозможно рукой это все четко удерживать. Вот видите, я одновременно подал вперед чуть-чуть и пытаюсь поворачивать. Не специально, я честно пытаюсь удержать, но все равно сбивается газ. Не совсем удобно. А так смотрите, если мы сюда продублируем повороты, мы подали газ и держим просто. А этим стиком просто поворачиваем. И давайте это сейчас все сделаем. Вначале сделаем круиз-контроль, а потом уже займемся поворотами. Удерживаем ОК. Переходим в правое меню. Находим пункт Mix. Ну, название говорит само за себя. Это миксование каналов. Здесь можно выставить до 3 разных миксов. Вот Mix 1. Мы настроим круиз-контроль на настройке Mix 1. Опускаемся ниже. Mix Is. Стоит Off. Нам эту настройку нужно включить. Этот микс у нас включен. Пункт Master. Сейчас очень важно. Я буду показывать, какой канал у нас будет мастер, какой канал будет slave. Но это в том случае вы повторяете, если к приемнику подключали точно так же, как и я. Потому что там можно подключить немного наоборот. В другие каналы можно подключить газ, и в другие каналы можно подключить руль. Работать все будет, но тогда здесь придется сделать другие настройки. Поэтому я показываю так, как подключал я. Значит, мастер мы ставим канал 3, а slave мы ставим канал 2. О, уже включился. Я, кстати, питание выключу у корабля, нам сейчас оно не надо. Поставили мастер 3, slave 2. Опускаемся ниже. Pos Mix и Neg Mix. Это Positive Mix и Negative Mix. Здесь ставим 100% там и 100% там. Здесь мы все настроили. Можете себе нажать на паузу, там сфотографировать. Должно быть вот так. Удерживаем Cancel, сохраняем. Дальше переходим в пункт Throttle Curves. Ну, это кривая газа. Здесь что нам нужно сделать? Нам нужно поставить 50% там, где L, и там, где 1. Ниже, если у вас также, ничего не меняйте. Здесь вот это, кстати, базовые настройки. Я здесь ничего еще не менял абсолютно. Значит, там, где L, ставим 50%. И там, где единичка, ставим тоже 50%. Вот так должно быть. Теперь в этом же меню никуда не выходим. Переключаем вниз вот этот вот второй тумблер SWB. И делаем то же самое. Там, где L 50%, там, где единичка 50%. Ниже ничего не трогаем, оставляем так же. Такая довольно сложная настройка, но если повторить, то ничего сложного нет. Сделали. Сохраняем.
Выходим в главное меню. Кстати, можем сейчас посмотреть, что у нас дисплей показывает. Вот мы, как и раньше, управляем газом на втором канале. А вот этот стик у нас, теперь видите, когда он в нижнем положении, то есть когда он ниже середины, он уходит в нейтраль, то есть ничего не происходит. А когда мы его поднимаем вверх, то он вместе с собой захватывает второй канал. То есть они миксуются. То есть вот второй канал. И этот просто его подхватывает. Вот они одновременно начинают идти. Вот так вот это все работает. Давайте включим, покажу. Там я не думаю, что мотор будет прям хорошо сильно видно, ну по звуку. Вот. Даем газ правым стиком, как раньше. А теперь этот поднимаем. Вот он доходит сейчас до середины и вот начал гудеть. Заходит за середину. Вот так мы можем вообще такую легенькую скорость поставить и спокойно себе ехать. Вот он едет, например. Мы ничего не делаем. А этим стиком просто подруливаем на нейтральном положении. Максимальная скорость. На точку приплыли, туда, куда нам надо. Просто не глядя, опустили вниз, и корабль остановился. Есть такое дело. Ну и теперь настраиваем руль на этом стике. Заходим в меню. Тут выбираем правое меню. Переходим в микс. Первая настройка у нас уже занята круиз-контролем. Поэтому выбираем вторую настройку. Вот. Микс 2. Эта настройка у нас еще ничем не занята. Будем ее использовать для поворота. Переключаем на Mix Is. Ставим On. Активируем эту настройку. Затем, там где Master, ставим 4. Четвертый канал. И там где Slave, ставим первый канал. Ну, здесь уже первый канал у нас стоит. Тут, в принципе, уже ничего мы не меняем. Так все и оставляем. Должно быть вот так. Если здесь будет не 100%, то ставим 100%. И сохраняем. Главное меню. Смотрим, что показывает дисплей. Вот. У нас повороты, как и были на вот этом стике. А теперь вот что у нас получается на левом. Эти каналы замиксовались, и у нас теперь левый стик подхватывает первый канал. Вот он самостоятельно работает, а вот так они работают вместе. Он его подхватывает и, ну, видно, да, там вверху руль. Вот. Поворачивает. Ну и вот это вот выглядит все на практике таким вот образом, как я рассказывал. То есть даем газу правым стиком, а левым вот так вот в нижнем положении можем спокойно управлять. То есть это такой, получается, уже у нас тут разные варианты под разные ситуации. Когда-то удобней так, там немножко тут дать газку, где-то куда-то чуть-чуть отплыть. И здесь подрулить. Если плывем сильно далеко, то уже тогда включаем круиз-контроль и уже тогда подруливаем вот этим. Хотя можно, в принципе, и на круиз-контроле вот этим вот управлять. Тут уже кому как удобно, кто как привыкнет. Так, сейчас опять добавим зум немножко, чтобы было лучше видно. И я покажу еще одну очень важную настройку. Кстати, этой настройки я не видел в базовой стоковой прошивке этого пульта.
но зато она точно есть в нашей новой прошивке, которая сейчас стоит на моей аппаратуре. Данная настройка заключается в том, что мы можем установить напряжение, при котором наш пульт будет издавать звуковой сигнал, если его внутренние элементы питания достигнут заданного нами напряжения. То есть, например, если мы задаем там 4 вольта, то когда вот эти вот батарейки или аккумуляторы, у меня это аккумуляторы, то когда вот эти вот элементы питания разрядятся до 4 вольт, пульт будет издавать звуковой сигнал и сигнализировать нам о том, что его внутренние элементы питания нужно заряжать, ну или если это батарейки, нужно заменить. Это очень важно, потому что мы можем полностью зарядить аккумулятор на кораблике, но при этом, если у нас аккумуляторы сядут в пульте, связь разорвется, и, соответственно, кораблик у нас будет уже неуправляемый, нам придется за ним плыть. Поэтому элементы питания на пульте точно так же важны, как элементы питания на кораблике. Показываю, как это настроить. Держим ОК, заходим в меню, левый пункт System Setup, ОК, опускаемся вниз и находим пункт Extra. Кстати, вот этого пункта Extra в базовой стоковой прошивке нету 100%, там его не было. В новой прошивке появился пункт Extra, и здесь есть много разных настроек. Но мы все смотреть не будем, там они такие не совсем нам нужны, а вот эту мы сейчас посмотрим. Нам надо найти TX-BAT. Это батарея пульта. Заходим сюда, TX-BAT. И вот аларм. Тут стоит сейчас 0 вольт, то есть эта настройка вообще выключена. Значит, я так для себя прикидывал, поставлю на 4,8. У нас здесь 4 батарейки типа 2А, каждая по 1,5 вольта, это получается 6 вольт максимальный заряд. Поэтому я поставлю где-то на 4,8. Можно, в принципе, там и на 4,5. Ну, я уже в процессе там рыбалок буду немножко лучше ориентироваться и смогу откорректировать. Вы сделать можете точно так же. Пока ставлю 4,8, то есть максимально 6. До 4,8 садится, пульт начинает пищать. Я уже понимаю, что мне нужно элементы питания заменить. 4,8, держим Cancel, сохраняем. Можем, кстати, попробовать, как это работает. Давайте этот порог повысим. Вот, например, вообще поставим там больше 6 вольт. Сохраняем. И вот пикает. Потому что у нас сейчас на пульте ровно 5 вольт. А мы поставили, чтобы он пищал при 7. И вот такой противный раздражающий сигнал он издает. Зато мы не прозеваем поменять батарейки. Давайте поставим назад. Extra TX-BAT. Возвращаем на 4,8. Сохраняем. Все. У нас сейчас... Кстати, он скоро будет пищать. У нас там уже скоро... Уже 5 вольт. Я смотрю, иногда ниже опускается. Надо будет ставить на зарядку. Так, значит, это были базовые настройки. Еще, конечно, есть довольно важные настройки, которые касаются бункера, а точнее настройки по вот этому вот сервоприводу. Но без этих настроек мы не могли бы поставить систему сброса бункера, и эти настройки я показывал в той серии, где мы устанавливали бункер и систему его сброса. Там есть, по-моему, 2 очень важные настройки, которые обязательно нужно сделать. Причем их нужно сделать сразу, даже можно сказать, перед установкой вот этого всего механизма. Ну, смотрите, в общем, серию по бункеру, там обязательно вы эти настройки найдете. Там я все подробно рассказывал и показывал. Ну что ж, вот такая вот у нас получилась достаточно длинная и информативная серия.
Информации действительно очень много. Я, честно признаться, сегодня уже как 4-й день снимаю данную серию, потому что помимо того, что нужно снимать это все на камеру, это нужно еще параллельно делать. А делаю я это как бы первый раз, и некоторые моменты приходилось продумывать достаточно долго. Ну а вам я уже показывал готовые правильные решения. Наконец-то наш кораблик, можно сказать, ожил. Раньше это был просто пустой пластиковый корпус, а теперь на нем вот так вот замечательно светится мигалочка, включается фара, включаются габариты, работает двигатель, поворачивает руль и открывается бункер. Все замечательно работает. Кто не смотрел предыдущие серии, обязательно смотрите, потому что здесь все очень между собой связано. И также подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, потому что впереди еще будет много чего интересного и полезного. В ближайших видео, я еще точно не решил, но в каком-то из ближайших видео мы уже наконец-то будем собирать аккумулятор. Это будет отдельное видео, посвящено автономному питанию для этого кораблика, чтобы он работал не вот так вот, как сейчас, от блока питания, потому что блок питания на рыбалку с собой не возьмешь, понятное дело. Будем с самого нуля собирать аккумулятор. Также я покажу, как и чем его лучше заряжать. И мы наконец-то тоже установим на свое место вот этот вот аккумуляторный лоток. Туда его приклеим. Поэтому всем пока, до встречи в новых видео.